Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Табаков, юрист, кандидат технических наук, доцент. Сегодня 8 февраля 2026 года. Я делаю полный юридический и политический разбор итогов второго раунда переговоров в Абу-Даби. Тема – трехсторонние консультации Россия, Украина, США по урегулированию конфликта. Формат закрытый, в столице ОАЭ при активном посредничестве американской стороны, включая спецпредставителя Стива Уиткофа. Что официально произошло 4-5 февраля? Стороны провели 2 дня интенсивных встреч. Главный и, по сути, единственный конкретный результат – договоренность об обмене военнопленными по формуле 157/157. Это первый такой крупный обмен за 5 месяцев. Гуманитарный жест, безусловно. Он важен для семей и для снижения градуса напряжения. Но, друзья, все остальное в зоне конструктивно, но. Киев говорит о непростых, но конструктивных переговорах. Москва и американцы о продуктивной динамике и позитивных сигналах. ОАЭ, как хозяева площадки, подчеркивает, что удалось найти общую почву для дальнейшей работы. На деле же по ключевым вопросам, территориям, статусу новых регионов, гарантиям безопасности, механизму прекращения огня и будущему нейтралитету Украины прорыва нет. Ни одного подписанного документа политического характера, ни одной зафиксированной договоренности по главному. Какова юридическая оценка этого балагана? Почему это безрезультатно? С точки зрения международного права, такие встречи – это классический формат предварительных консультаций, а не полноценных переговоров в смысле Венской конвенции о праве международных договоров. Пока нет даже рамочного меморандума, который бы фиксировал позиции сторон по существу. Обмен пленными – это прекрасно, но это гуманитарный трек, а не политическое урегулирование. Он не затрагивает причин конфликта и не создает правовых обязательств по его прекращению. Отсутствие прорыва по территориальному вопросу и гарантиям безопасности означает, что стороны остаются на диаметрально противоположных позициях. Украина настаивает на восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года. Россия на признании реалий на земле и нейтрального статуса Украины. США пытаются выступать в роли честного брокера, но при этом сохраняют за собой рычаги давления, санкции, военную помощь и трусливо прячут голову в песок по вопросу о судьбе Будапештского меморандума. В итоге мы имеем типичную дипломатическую формулу. Договорились договариваться дальше. Следующий раунд, судя по всему, планируют уже в США. Это само по себе показательно. Площадка меняется, но суть остается прежней.
Итог. Ироничный, но честный. Друзья, если совсем по-честному и, так сказать, с черным юморком, которым иногда приходится спасаться в нашей профессии, главный результат переговоров в Абу-Даби заключается в том, что ядерная война так и не началась. В эпоху, когда риторика ядерного сдерживания звучит регулярно с обеих сторон, когда мир уже несколько лет живет в состоянии перманентного почти апокалипсиса, сам факт того, что высокопоставленные делегации сели за один стол в роскошном Абу-Даби и разошлись без взаимных ультиматумов и публичных оскорблений, это уже дипломатическая победа. Грустно? Да. Но такова наша новая реальность. Что же дальше? Каковы юридические и политические риски? Первое. Гуманитарный трек будет развиваться. Новые обмены возможны. Это самый простой способ показывать прогресс общественности. Второе. Политический трек застрял. Без компромисса по территориям и безопасности дальнейшие раунды рискуют превратиться в бесконечный сериал под названием «Переговоры ради переговоров». Причем стоит отметить, что я сторонник восстановления границ Украины в пределах 1991 года. Третье. Роль США при нынешней администрации Трампа. Вашингтон явно хочет закрыть украинский кейс как можно быстрее и выгоднее, но выгодно для США не всегда совпадает с выгодно для Киева или Москвы. Причем, если мы вспомним о Будапештском меморандуме, то тогда ясно становится, почему голова Трампа так и не выныривает из песка. И четвертое – правовые последствия. Пока нет мирного договора, остаются в силе все предыдущие резолюции, санкционные режимы и правовые позиции сторон. Это значит, что любой новый инцидент на фронте может снова взорвать дипломатический процесс. Мой вывод, как юриста: переговоры в Абу-Даби подтвердили старую истину. Когда стороны не готовы к настоящим компромиссам, дипломатия превращается в управление кризисом, а не в его разрешение. Мы увидели не мирный процесс, а процесс предотвращения неконтролируемой эскалации. Это не провал и не триумф. Это типичная малая дипломатия в условиях большой войны. Главное, что дверь осталась открытой, а в наше время даже это уже достижение. Друзья, что думаете вы? Готовы ли стороны к реальным уступкам, или мы наблюдаем затяжную дипломатическую КГБистскую игру? Пишите в комментариях. Ваши мнения очень важны. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, включайте колокольчик. Реквизиты для донатов в описании и первом закрепленном комментарии. Берегите себя и своих близких. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч и новых честных разборов. Мирного неба всем нам.